А ты рациональный человек? Большинство скажет «да», но так ли это? Что если поставить тебя перед выбором, в котором тебе решать, кому жить, а кому умереть? Думаю, большинству знакома такая классика, как проблема вагонетки. Этот мысленный эксперимент был создан Филиппой Фит в 1967 году. Для начала давайте все представим в простейшем виде. Представьте, что вы стоите на развилке железных путей. Перед вами рычаг, который переключает колеи для трамвая. На главной колее лежат 5 человек, на второй всего 1. И тут вы замечаете, как едет трамвай. И вы абсолютно точно знаете, что он не успеет затормозить. Что вы будете делать? Переключите ли вы рычаг, пожертвовав 1 человеком, чтобы спасти большинство? Или же не принимать в этом участие и просто смотреть, как 5 человек умрут? Давайте ответим на этот простейший вариант эксперимента. Вы бы нажали на рычаг? Каждый в своей голове. Примите решение. Отлично. Если вы выбрали «да», то поздравляю, вы входите в 73% людей, которые решили пожертвовать 1 ради спасения большинства. Не такой уж и сложный выбор, не так ли? Но по-настоящему вы покажете себя, если возвести эту проблему в абсурд, в полный хаос вариантов, которые будут менять ваше восприятие проблемы на ходу. И для этого мы пройдемся по нескольким уровням проблемы вагонетки. Уровень 1. В первом уровне ничего нового. Стандартная интерпретация. Я тоже выберу спасти большинство. Второй уровень. А теперь посмотрим куда более жестокий вариант. В обоих случаях умрет много людей. Ваше решение может спасти всего на 1 человека больше. Но это то, что вы можете сделать, рационально думая, что если в моих силах спасти хотя бы на 1 человека больше, то я это сделаю. Это все еще не сложный выбор, но куда более жестокий. Уже тут можно заметить некоторую закономерность. Когда оба варианта становятся сильно похожи, то некоторые люди просто не видят смысла в том, чтобы что-либо делать. Здесь мы видим, что 67% людей решило нажать на рычаг, что на 6% меньше, чем в прошлом варианте. Когда человек не видит, что его действия могут сильно повлиять на ситуацию, то некоторые просто сдаются. Их можно понять. Уровень 3. Вот здесь и начинается влияние наших выборов на наши же жизни. Если ничего не делать, то умрут 5 человек. Но если переключить рычаг, то все ваши деньги, все ваши накопления исчезнут, не сведутся до атомов. В этот раз вообще можно обойтись без человеческих жертв. Но готовы ли вы к такому выбору? Пожертвовать своим благополучием ради жизней других людей? Как вы думаете, как много людей решило их спасти? Если вы человек, который не особо верит в человечество, то я хочу дать вам небольшую надежду. 58% людей поставило жизни людей выше своего благополучия. Конечно же, можно просто считать, что люди хотят казаться добрыми и поэтому просто выбирают то, во что на самом деле не верят. Но у меня есть одно «но» по этому поводу. Это анонимный опрос. На людей здесь не влияет социальное давление. Никто их не увидит, не осудит, а значит и смысла врать нет. Ну, конечно же, кроме самому себе. Уровень 4. А теперь наша рациональность будет испытываться нашим же желанием жить. Здесь мы можем нажать на рычаг, чтобы спасти остальных, но при этом пожертвовать собой. Человек должен быть поистине героической личностью для того, чтобы совершить такой поступок. Вы бы смогли? Я нет. Являясь атеистом, я не верю в загробную жизнь, в вечное блаженство или в муки после смерти. У меня есть только эта жизнь, и я не готов с ней распрощаться ради жизней чужих мне людей. 62% людей со мной солидарны. Уровень 5. А теперь нашим решением будет
управлять личная выгода. Выбор между одним человеком и одним человеком. Одна из жертв предлагает нам 500 тысяч долларов, если спасти ее. В обоих случаях умрет один человек, так почему бы не получить из этого максимальную выгоду? 55% людей со мной солидарны. Уровень 6. Все прошлые варианты были с случайными жертвами обстоятельств, которых нельзя было ни в чем винить. Но не в этот раз. 5 человек, 5, привязали себя намеренно к Илье. Ну а на другой, один, который случайно там оказался. Вы готовы простить человеческую глупость, которая привела к этому моменту, и спасти большинство? Они сами себя привязали, сами создали эту смертельную ситуацию. Но именно вам придется решать, готовы ли вы принципиально спасать большинство, или позволить глупцам умереть. Я не столь милосерден и не готов спасать глупцов ценой жизни обычного человека. Какие 77% людей, которые со мной солидарны. Уровень 7. В этом последнем вопросе нас ставят перед выбором: ничего не делать и дать нашему лучшему другу умереть, или же нажать на рычаг и тем самым убив 5 людей. Как быстро мы отошли от рационального подхода спасения большинства. 74% людей решило нажать на рычаг, в том числе и я. Ведь рациональность наших действий может сохраняться только тогда, когда эти действия не влияют на нас. Теперь, сделав все выборы, посчитайте, сколько человек умерло из-за ваших решений. Вы спасли как можно больше или поступали так, как считаете лучше для себя? А теперь добавим одну финальную деталь. Что если бы за ваши выборы вас бы отправили в суд? Смогли бы избежать наказания?